Анихолизис. Что делать при отслоении ногтя? Привет, друзья! Как вы думаете, с какой проблемой чаще всего обращаются клиенты к специалистам наших студий? Да, это анихолизис. Посмотрите это видео, и вы узнаете, что делать, если увидели у себя на ногтях анихолизис и куда обращаться за помощью. Я расскажу вам 3 секрета, которые помогут разобраться, что же такое анихолизис и быстро от него избавиться. С вами Алиса Трошкова, руководитель сети студий подологии Медпет. Досмотрите это видео до конца, чтобы не допустить ошибок, которые приведут к ухудшению ситуации. Если интересно, поставьте мне лайк и поехали. Первое. Что представляет из себя анихолизис? Анихолизис – это пустота, которая образуется между ногтем и ногтевым ложе со стороны свободного края ногтя или боковых валиках. Может встречаться как на руках, так и на ногтях ног. И сегодня мне хотелось бы поговорить именно об анихолизисе на ногах. Это очень частая проблема, которая встречается у 90% наших клиентов. И именно с нее зачастую начинаются такие патологии, как деформация и скручивание ногтя, врастание ногтя и даже грибковая инфекция. Если вдруг вы заметили такую пустоту на ваших ногтях, значит, с ними не все хорошо. Значит, что-то вы делаете не так, и нужно вовремя принять меры по скорейшему восстановлению ногтя. Смотрите, какое дело. Сам по себе анихолизис – это не болезнь, а всего лишь отслоение ногтя от ложа. Да, это некрасиво, это не гигиенично, это не есть хорошо, но опасность анихолизиса состоит в том, что эта пустота является открытыми воротами для проникновения любой бактериальной инфекции. Кроме того, в этой пустоте будут скапливаться влага, отмершие частички кожи, пыль, и если учитывать тот факт, что ноги – это и без того не самая гигиеничная часть нашего тела, а мы очень много времени проводим в обуви, где тепло, ножки потеют, то риск такого подселения, сами понимаете, достаточно высок. Кстати, самой частой причиной появления анихолизиса на ногах является тесная обувь. Узкие модели в переднем отделе стопы или высокие каблуки, неправильно подобранная обувь по размеру – все это может вызвать анихолизис. Бывает такое, что для образования анихолизиса достаточно надеть модельную обувь всего лишь на один вечер. Не обязательно это должна быть модельная обувь, кстати. Случается такое, что, казалось бы, удобные кроссовки, которые совсем чуть-чуть поджимают пальчик, могут также спровоцировать появление отслойки. Поэтому очень важно правильно и со всей серьезностью относиться к выбору новой обуви. Не нужно пытаться разнашивать сапоги, которые очень нравятся, но немного жмут на пальчики. На фотографиях отлично видна взаимосвязь тесной неподходящей обуви и образования анихолизиса. Второе. Что делать, если увидели у себя на ногтях анихолизис и куда обращаться за помощью? Первое и самое главное правило – не пытайтесь его замаскировать. Покрытие лаком или гель-лаком не избавит вас от проблемы, и при снятии покрытия через 2 недели вы рискуете увидеть ухудшение, а именно увеличение зоны отслойки и изменение цвета в месте пустоты. Если вдруг вы увидели у себя такую проблему, то лучше не откладывать ее, а сразу же обратиться за помощью к специалисту-подологу. Так вы сэкономите и время, и деньги. Кстати, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой, как анихолизис. Мне очень интересно узнать, как вы справлялись с ним самостоятельно. Третье. Что в таких случаях ногтем делает специалист-подолог? Самая главная задача специалиста-подолога – не допустить образования питательной среды для бактерий и убрать зону анихолизиса. Что значит убрать? Это значит вырезать отслоившуюся часть ногтя и зашлифовать фрезами место стыка здорового ногтя и отслоившегося. Это совершенно не больно, но в некоторых случаях может быть не очень приятно. Так выглядит ноготь, который уже зачистили. Далее специалист дает рекомендации к восстановлению ногтя, которые, как правило, сводятся к ограничению ношения тесной обуви и использованию различных средств для максимально быстрого отрастания здорового ноготочка. В некоторых случаях, если анихолизис запущенный и клиент не занимался данной проблемой, специалист может предложить взять анализ на бактериологический посев на грибы, для того, чтобы исключить или подтвердить грибковую природу анихолизиса и правильно начать восстановительный процесс. В случае, если анализ на грибок отрицательный, вам назначат сыворотки для роста ногтя в домашний уход, и этого будет вполне достаточно. Посмотрите, какой быстрый положительный результат у нашего клиента всего за пару месяцев. И еще один пример, когда ноготь отошел полностью, и с помощью сыворотки Ортодок за 2 месяца ноготь отрос уже наполовину, но работа с ним еще продолжается.
И если анализ покажет положительный результат, то для правильного и комплексного назначения лечения потребуется также консультация дерматолога. В таком случае специалист-подолог направит вас к дерматологу, который должен назначить препараты для наружного использования и в самых тяжелых случаях таблетки. Именно так выглядит анихолизис с присоединившейся грибковой инфекцией. Так вот, чтобы не доводить себя до этого крайнего случая, мы настоятельно рекомендуем не пускать проблему на самотек. Если у вас возник анихолизис, то очень важно обратиться к опытному специалисту-подологу, который решит эту проблему проверенным и безопасным способом. И не пытаться самостоятельно что-то делать в домашних условиях или в условиях салона красоты, потому что это опасно для вашего здоровья и может вызвать плачевные последствия. Обращайтесь в центр Медпет в Москве. Наши опытные специалисты помогут вам в любой ситуации. Мы специализируемся на лечении грибка ногтей, мозолей, натоптышей, вросших ногтей, подологическом педикюре и многом другом. Каждый наш сотрудник – это опытный специалист, который не оставит вас с какой-либо из проблем. Проходи по ссылке в описании видео, чтобы задать вопросы, получить консультацию и записаться на прием к нашему специалисту-подологу. Ставьте лайк этому видео, ведь теперь вы знаете, что делать, если увидели у себя на ногтях анихолизис, и знаете, куда обращаться за помощью. И не забывайте, что специалисты в наших студиях всегда готовы помочь вам с любой вашей проблемой. Подпишитесь на канал, если хотите узнать больше о том, как правильно ухаживать за своими ножками. Нажмите на одно из видео, которые вы видите сейчас на экране, и до новых встреч в новых выпусках.